Итак, продолжаем разговор про ступни. Очень-очень важный регион. И давайте мы поговорим о плоскостопии или высоком и низком своде. Вот к чему приводит и какие причины. Ну, если вы помните, мы говорили о боковом наклоне таза. Да? Давайте я зарисую. Ну, допустим, мы видим вот такой вот боковой наклон таза. И, как мы уже говорили ранее, причина у этого явления всего одна. Это короткая нога. Короткая нога. Я опять все буду повторять. Мы говорили, что в 3 суставах возможно вот это укорочение. И сейчас мы поговорим о том, как ступня укоротит ногу. И здесь вопрос очень простой. Значит, у ступни есть высота свода. Вот, это похоже на рессору. Это похоже на рессору. И вот здесь вот существует расстояние, да, некое расстояние. Вот, оно, конечно, и меняется, потому что пружинит, да, и оно необходимо как раз для амортизации. Так вот, вот это расстояние будет определяющим в длине ноги. То есть, если это расстояние увеличивается, то нога становится длиннее. Если это расстояние уменьшается, то ступня становится длиннее, а нога короче. Вот. Давайте вот центрально уберу. То есть длина ноги полностью зависит от высоты свода. Ну вот я попытаюсь это показать вот рукой, да. Вот, например, как показать, вот так. Видите, вырастает свод и вырастает длина ноги. Становится плоская ступня и нога становится короче. Поэтому, если мы видим вот такую вот ситуацию, когда имеется боковой наклон таза, первое и самое распространенное – это разная высота как раз свода. То есть у нас будет не одинаковая высота. Как это определить? Определить это надо по высоте лодыжек. То есть вы опускаетесь на пол, ставите ступни вместе, ну как-то это вот так выглядит. И вот здесь есть такая вот выступающая шишечка, да? Она с двух сторон. Это большой палец, да? Вот так вот. И вот лодыжки должны быть на одном уровне. Если лодыжки на одном уровне, значит высота стоп одинакова. Если лодыжки на разном уровне, значит высота тоже будет разная. Вот, ну, это довольно просто. Соответственно, какие еще будут признаки? Значит, если разные стопни, будет разная высота лодыжек, колен и здесь. То есть во всех 3 частях у нас будут разный уровень. То есть эта линия не будет параллельна полу. И в коленях, и в тазу. Если вы видите, что все 3 линии не параллельны, ну, самое простое, смотрите на колени. Если одно колено ниже, значит дело в ступне. Если колени на одном уровне, а таз имеет наклон, значит причина другая. Поэтому определить вот это ступня или нет очень просто. Вот. И, соответственно, здесь у нас возможно 2 варианта. Либо ступня вниз, либо ступня вверх. То есть либо свод стал выше, либо свод стал ниже. Вот. В обоих случаях вы обнаружите такой вот наклон таза.
Итак, первый случай, ступня вверх. То есть кто делает, кто у нас формирует высокий свод ступни? Вот у меня самого такая история, я долго не мог это понять. Это передняя большеберцовая мышца. То есть именно она играет огромную роль в амортизации и формировании вот этого вот высоты свода.